Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Отдельный привет своим постоянным зрителям, подписчикам, мастерам, мастерицам. Смотрите, с какими ниточками я к вам сегодня. Помните, кто помнит, мы в прошлом году вязали из нее юбочку универсальную на любой размер. Бобинка, конечно, была большая. В этой бобинке было аж 1000 метров. Это хлопок с акрилом. Очень интересные переходы разные цвета. Здесь я оставлю ссылочку на эту юбочку. И там же вы увидите бобинка, какая была, как менялись цвета. Сейчас остался, получается, зелененький, такой яркий, переходящий в ярко-ярко-желто-салатовый такой вот цвет. Можно бобинку брать ниточку из центра, можно брать из периферии. Я брала из периферии, вот так скажем, да, к центру иду, так и продолжу дальше. Крючком я буду вязать троечкой. Рекомендует производитель брать троечку. Троечка мне понравилось вязать. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Но читайте аннотацию и, согласно аннотации, берете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Я, получается, наберу 3 раппорта. И необходимо будет дополнительно еще мне набрать 5 петелек, чтобы узорчик красиво закончился. И плюс дополнительные 2 петельки по бокам, так скажем, кромочные. Итого еще плюс 7 петелек. То есть получается 10 плюс 7. Итого у меня будет 37 воздушных петелек. А вы набирайте сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 37 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. И в пятую петельку делаем накид. Вводим крючок в пятую петельку. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2. 2 это наш столбик с накидом. Дальше ныряем в следующую петельку цепочки. Точно так же провязываем столбик с накидом. Это второй столбик с накидом. Вот как бы эти 3 петельки подъема, да, это наш как бы кромочный столбик. А здесь раз столбик, 2 столбик. Дальше провязываем 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом и 5 столбик с накидом. То есть вместе с 3 петельками подъема, да, у нас как бы получается 6 столбиков. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да? Вот. Дальше смотрите, что делаем. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Теперь смотрите. Пропускаем в нашей цепочке тоже 5 петелек. Внимательно. Раз, два, три, 4, 5. И в шестую делаем накид и провязываем столбик с накидом. У нас получилось вот такое вот большое окошечко. Угу. И опять получается провязываем 5 столбиков. Это наш первый столбик с накидом. Дальше идем, провязываем второй столбик с накидом. Дальше шагаем аккуратненько третий столбик. Все столбики у нас с накидом. Далее четвертый. Далее пятый. Вот наши 5 столбиков готовы. Теперь будем опять делать большое окошечко. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Опять пропускаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И в шестую, получается, петельку опять начинаем провязывать наши столбики. То есть ваша задача в первом ряду, вы провязываете столбики, делаете окошко. Столбики, окошко, столбики, окошко, столбики, окошко и так далее до длины вашего образца. Понятно? Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот
наши столбики с окошечками готовы. И мы закончили ряд, провязали 5 столбиков с накидом. И последний получается столбик, это наш кромочный столбик. Получается всего 6 столбиков в конце. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И там, где столбики, будем провязывать столбики. То есть несложно. Беремся за верхушку каждого столбика. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. 4 и 5. То есть здесь все понятно. Вот. Там, где столбики, там столбики. Видите, как ниточки такие интересно так переплетаются, разноцветные, да? Идем дальше. По узорчику у нас идет 5 воздушных петелек. И мы повторяем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем опять к следующему столбику. И вот наши 5 столбиков мы тоже должны будем провязать 5 столбиков с накидом. То есть мы с вами повторяем точь-в-точь самый первый ряд. То есть второй ряд и первый ряд абсолютно одинаковые. 2, 3. Сейчас, секундочку. 3, 4 и 5. Угу. И опять потом 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять провязывайте столбики там, где столбики. Все, не сложно, не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите. Красота, красота, простота, простота. Итак, мы закончили ряд точно так же. 5 столбиков провязали. Последний столбик у нас кромочный, 6 столбик с накидом. Далее смотрите внимательно, что делаем. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь 5 воздушных петелек по узорчику. 1, 2, 3, 4, 5. Итого получается мы набрали 8 воздушных петелек. Идем дальше. Смотрите, что делаем. Мы перепрыгиваем все наши столбики и сразу же оказываемся вот в этой вот арочке. Смотрите. Накид в арочку ныряем, провязываем 1 столбик с накидом. Так, захватывайся. 2 столбик с накидом. Сюда же. А 3, смотрите, как делаем. Когда мы провязываем 3, делаем накид и опускаемся не вот в эту арочку, аж в самую, как бы нижнюю, да, ну вот во 2 арочку. И захватываем ее, и тогда только провязываем столбик с накидом 3. Понятно? А 4 и 5 опять за 1 арочку беремся. 4 и 5 столбик с накидом. То есть вот у вас должна получиться вот такая вот картина. Дальше опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем все наши столбики вот к этой арочке. И провязываем опять первые 2 столбика за 1 арочку. 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Следующий столбик с накидом провязываем вот за 2 арочку беремся. Оп. И провязываем 1, 2. Понятно? И вот получается 3 столбика провязали, 4 и 5 за 1 арочку. 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Понятно? Все, как бы мы, получается, с вами, если вы так вот посмотрите, мы с вами провязываем точно так же, как первый ряд, да? Единственное, что в шахматном порядке. Ну и столбик, получается, центральный захватывает арочку. Все, несложно? Несложно. Давайте дальше опять 5 воздушных петелек, потом 5 столбиков. 5 воздушных петелек, 5 столбиков, как у вас образец, на какую длину. Угу. Все, давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, что в итоге получилось. Сделали 5 воздушных петелек и последний получается кромочный столбик, столбик с накидом. Как и здесь получается. Помните, мы делали 5 воздушных петелек и вначале начинали ряд 3 воздушные петельки, то есть вместо вот этого столбика. Идем дальше. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И мы здесь теперь делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И перепрыгиваем к нашим 5 столбикам. Итак, в первый столбик провязываем столбик с накидом.
Во второй столбик провязываем второй столбик с накидом. Дальше третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом. И пятый столбик с накидом. Понятно, да? Вот. Точно так же, как и здесь 2 ряда, и здесь 2 ряда столбиков. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять перепрыгиваем к нашим столбикам и провязываем столбики. То есть опять же, понятно, да? Там, где у нас арочка из 5 воздушных петелек, вот такое вот окошечко, мы делаем такое же окошечко. Там, где столбики, мы делаем столбики. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот опять мы закончили ряд 5 воздушных петелек и столбик с накидом. Точно так же, как и начинали. А теперь смотрите, делаем 3 петельки подъема. Так, 1, 2, 3. Поворот. И смотрите, то есть сейчас наша с вами задача будет повторять точно так же, как мы делали и вот в нашем, получается, третьем ряду нашего узорчика. Вначале мы делаем 2 столбика вот в первую арочку, 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбика с накидом. Далее накид и опускаемся и захватываем вот 2 арочки, да? Оп, захватили и провязываем столбик с накидом. И опять за первую арочку последние 2 столбика с накидом. 1 и 2. То есть мы провязали опять 5 столбиков с накидом. То есть точно так же, как мы провязывали в самом-самом первом ряду. Поняли, да? То есть наша задача, мы повторяем первый ряд. Первый, второй, получается третий, четвертый, да? Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. То есть ничего сложного нету. На самом деле, получается, узорчик состоит из 2 рядов. Просто в шахматном порядке. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переключаемся вот опять к следующей арочке. Поняли, да? Все, не сложно? Не сложно. И дальше идет просто повторение узорчика. Кому необходимо, да, кто, например, хочет посмотреть, как рисуется данный узорчик в схемке, я схемку сюда прикладываю. Схемка очень простая. Новички, кто не умеет вязать по схемкам, посмотрите на эту схемку, вы все сразу поймете. Ну, а опытным мастерицам, я думаю, схемка даже и не нужна будет. В любом случае, если что, смотрите, себя контролируйте, складывайте в копилочки, и все получится. Ну что, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, да, посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что интересненько, необычненько. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот провязала несколько рядочков. В серединке, видите, даже произошел немножечко переход цвета. Переход цвета происходит медленно. Видите, немножечко темнее зелененький, а тут немножечко светлее зелененький. И потом будет еще светлее, и потом будет переходить такой ярко-ярко желтый, салатовый. Вот такая вот картина получается. Как вам? Узорчик, естественно, в силу того, что много воздушных петелек, он будет тянуться. Выбирайте, какая сторона вам нравится больше, такая у вас будет лицевой. Это ли сторона, вот эта ли сторона. Видите, да? Как бы заметно. Это немножко такая как бы выпуклая сторона. Лицевая или изнаночная, какая она у вас будет. Вот. Вяжется, ну скажите, совсем не сложно. Берите любые ниточки, хоть самые-самые тоненькие, хоть толстые ниточки. Любое применение, от топиков, маечек до шарфиков, палантинчиков и жилеточек и так далее. Кофточки или кардиганчики, все что угодно можно связать. Да, дырочки большие. Но это будет такой узорчик более такой декоративный, да. То есть, конечно, под него нужно что-то одевать, будь то либо там водолазка, либо маечка и так далее. А так он очень интересный, тем более с данной пряжей. Даже с любой с меланжевой пряжи, секционной пряжи, обязательно попробуйте. Будет смотреться здорово. И несложно. Самое главное, свяжите буквально за вечер, наверное, какое надумаете изделие, потому что вяжется, ну, прям быстро-быстро-быстро. Давайте замерим красоту. Я, получается, набирала здесь 37 воздушных петелек. Если этой же пряжи, этим же крючком, этой же плотностью вязания, то приблизительно это будет, ну, 16 сантиметров, 16 с хвостиком, да? А тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рядочков я связала. И это получается вот 11,5 сантиметров. И самое интересное, что очень удобно заканчивать вязание. То есть, если, например, вы вяжете, допустим, палантинчик, да, то провязали здесь полностью столбиками с накидом, да, и начинаете ряд полностью столбиками с накидом. И все, у вас будет законченное изделие. Не забудьте кромочные столбики, да, 3, 5, 7, 10, в зависимости, какая толщина будет кромочных, да, полосочек. Вот вам и палантинчик классный, и шарфик. Будь то
летние ниточки, летний шарфик, будь то зимние ниточки, зимний шарфик, демисезонный шарфик. Не забывайте писать в комментариях, да, ваши идеи. Итак, если вязали, рассказывайте, что вязали данным узорчиком. Если же не вязали, подбрасывайте идейки. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписчики, подписчицы, мастера, мастерицы, не забывайте ставить лайки. Ну, естественно, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди очень много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты, плюсик под видео, сохраняйте себе в свои плейлисты. Плейлисты свои можете называть как вам удобно. И смотрите в удобное для вас время. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.